Всем привет, меня зовут Даниил Волгин, и сегодня мы будем делать вот такую штуку. А у меня новая рубрика, которая называется «Дом на 3D принтере», в которой я каждый выпуск буду печатать что-нибудь новое для дома. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Началось все с того, что мне стало лень открывать и закрывать постоянно все 3 рулонные шторы. К тому же зимой светлело поздно, и свет утром не мешал. Тогда мне пришла первая идея, как это сделать. Но придумать, как это обеспечить питанием и подсоединить к умному дому, мне так и не удалось. После этого я нашел умный двигатель на Алиэкспрессе за 8 штук и начался квест по установке. Так как под такие размеры в России нет готовых штор, то их нужно было либо изготавливать на заказ, что дорого, либо придумывать самому. И я купил в Leroy Merlin шторы 2 метра со всеми креплениями за пару тысяч и пластиковую трубу за 100 рублей. И если что, у двигателя нет вилки на конце, так что его либо сразу к проводке, либо как я, через вилку. Так как мотор дорогой и большой, то я решил повесить одни шторы на весь оконный проем. В ширину он получился 195, поэтому я решил повесить одну большую штору и даже не подрезать ее. С одной стороны у меня есть вентиляция, поэтому придется сместить штору чуть-чуть вправо. Провод кину тоже с той стороны. Теперь нужно как-то все это собрать, и вот как мы поступим. В основе всей конструкции, конечно же, идет алюминиевая труба, потому что она не гнется, в отличие от белой пластиковой, и к ней уже есть комплект деталей. С одной стороны, она будет крепиться к стене с помощью как раз таки уголка из этого комплекта, а с другой к двигателю. Двигатель будет крепиться к другому уголку из комплекта, а тот к стене. Теперь нужно как-то насадить белую трубу с тканью. Для этого на двигателе есть вот такое подвижное кольцо, за него и закрепим. А с другой стороны зацепим за алюминиевую трубу. Конечно, возникает вопрос, как я все это буду крепить. Для этого я напечатаю необходимые детали на принтере. Давайте создадим их. Начнем с соединения двигателя и уголка. Тут я решил сделать вот такой кусок с 2 вырезами, для пластикового уголка и для металлического двигателя. Замерив все расстояния, получилось что-то вроде этого. Теперь приступим к соединению подвижного кольца и трубы. Для этого нужны просто диаметры обоих колец. Примерно такая же деталь будет соединять 2 трубы в середине, чтобы пластиковая труба не прогибалась. И такая же деталь будет с другого конца. Тут же я решил нарастить сантиметр трубы, потому что она стала короче после отпиливания ненужного утолщения, и ткань получилась шире трубы. Осталась интересная деталь, благодаря которой трубы начнут вращаться. Она должна соединить подвижную часть двигателя со всей системой. И чтобы трубы не прокручивались, я сделаю отверстия и соединю их болтиком из комплекта. Все STL-детали обязательно будут доступны по ссылке в описании. Отправляем детали в Cura. Выставил заполнение 70%, хотя сейчас мне кажется это излишним, и 30 вполне хватит. Включил подпорки, прилипание кайма 5 слоев. Подумал, что нужно добавить еще одну прослойку между труб, чтобы она нигде не прогибалась. Программа предлагает делать подпорки и в отверстии тоже, а мне это не нужно. Поэтому можно либо выставить только от стола, либо изменить угол нависания. Я выставил 85 градусов и подпорка исчезла. Теперь отправляем программу в принтер. И после 9 часов печати белым полупластиком детали были готовы. Итак, с этой стороны у нас есть уголок. К нему через вот такую деталь, которую я сейчас распечатал, цепляется двигатель. Все, здесь понятно. Дальше. Вот это вот кольцо, оно вращается. На него насаживается такое кольцо, и на это кольцо насаживается большая пластиковая труба с тканью. Дальше в конце этого двигателя вот эта серая штуковина вращается. Поэтому на нее насаживается вот такая штука с отверстием. На эту деталь с этой стороны насаживается металлическая труба, а вот на эту большую насаживается белая труба. И просверливается и вставляется стержень вот в это отверстие, так чтобы вот эта труба вращалась вместе с кончиком двигателя. Дальше внутри будет раз кольцо между вот этой трубой и этой, и 2 кольцо между опять этими же трубами, чтобы белая не прогибалась, потому что это точно прогибаться не будет. Здесь стоит вот такая заглушка, она увеличивает площадь, длину белой трубы, чтобы ткань вот так вот не торчала. Дальше идет вот такая заглушка раз в эту трубу. И к этой заглушке уголок, который будет цепляться уже к стене. Это все было в комплекте. Я немного ошибся с размерами диаметров. Но так как перепечатывать я не хотел, поэтому мне пришлось перемотать внутренние втулки изолентой, а детали побольше приходилось сильно нагревать феном.
Хотя с другой стороны так даже лучше, потому что после остывания детали сидели как влитые. Собирал я пару часов, потом просверлил отверстие, повесил и понял, что труба сильно провисает и ткань мнется. Отсюда хорошо видно, как труба идет вот до сюда прямая, и отсюда тоже прямая, а здесь образовался угол. Пришлось снять и все-таки добавить одну из втулок, которую я в последний момент решил почему-то не ставить, и сдвинуть ее максимально к двигателю, так как прогиб был именно там. Собрал обратно, повесил и все заработало. Подключить к умному дому было легко. Для этого нужен хаб от Aqara, ссылку на который я прикреплю в описании, и хаб от Apple, в роли которого может выступать любой iPad, HomePod или Apple TV. Скачиваем приложение Aqara Home, заходим в него, и там подробно рассказывается, как это сделать. Нам сейчас надо найти верхнюю позицию, остановиться там, да чуть пониже, и 5 раз нажать паузу. 1, 2, 3, 4, 5. Вот, верхняя позиция установилась, теперь поехали вниз и установим нижнюю точку. Это будет нижняя точка. Снова нажимаем 5 раз паузу. Все, штора готова. В описании оставил ссылки на соцсети, поэтому обязательно спрашивайте, если вдруг что-то непонятно. И если нужно, я могу сделать подробную инструкцию о том, как собрать всю эту конструкцию. Поэтому покупайте шторы, переходите по ссылке за деталями, печатайте их и вешайте себе шторы домой. Ну или я могу вам распечатать, если нужно будет, тоже напишите мне, может как-нибудь договоримся. Обязательно подписывайтесь на канал и помните, 3D принтер должен быть у каждого.